Artur i Mila stojali, kak skopanje nablutaja, kak plama atvativает любимое кафе Sweetwater. Акон уже били окна, и после до стенам дым поднимался в темнеющее небо. «Нам нужно помочь!» — воскликнул Артур, вырываясь из оцепенения. Адреналин закаливал в нем, в аналитический ум включиться в работу. Первоочередная задача — удивиться, что внутри никто нет. С Милой за спином Артур бросился к вздоху. Дверная ручка была расклеенной. Он быстро отдернул руку и закричал: «Кто-нибудь там?» Ответом был только грохот и потрескивание огня. В этот момент раздались сирены, и пожарные машины с скрипом въехали на место. Пожарные быстро развернули шланги, заплевая мощные струи воды на огроящее кафе. Хозяйка и ее котенок, они выбрались в безопасность? С тревогой спросила Мила. Пожарные подтвердили, что кафе было пусто. Артур и Мила выдохнули с облегчением. Когда пожар наконец был потушен, запачканная с кожей хозяйка кафе подбежала к ним. Лицо его было испечено слезами. «Мое детище уничтожено. Как это могло случиться?» — промолвила она в отчаянии. Аналитический взгляд Артура исследовал развилины в поисках подсказок. Что-то блеснуло в завалах, вырощенная сличка. Артур спанял ее, окруженно понюшав. Его глаза сузились в подозрении. Это был не случайный пожар. Он повернулся к Миле, встретив его взглядом полным решимости. Артур понял, что им стоит сделать игра. Возобновилась. Они найдут того, кто это сделал. Артур и Мила обменялись решительными взглядами. Тот, кто стоял за этим жестоким актом, должен был быть привлечен к ответственности. Пока пожарные тушили тлеющие руины, Артур тщательно осматривал завалы в поисках долоплительных улик. Его проницательные взгляды осматривали каждый сантиметр, в то время как Мила нежно разговаривала с огорченной хозяйкой, надеясь узнать о какой-нибудь подозрительной активности, которую она могла заметить перед пожаром. «Что-нибудь казалось странным в последнее время?» — спросила Мила. Хозяйка промокнула глаза, думая. «Теперь, когда вы упомянули, у нас действительно было встречение несколько ночей назад», — ответила она. «Но ничего не казалось украденным. Я думала, что это просто местные ребята шутят». Уши Артура насторожились, когда он услышал это. Это не могло быть совпадением. Он бросился делиться науденной выброшенной сличкой. «Мы докопаемся поистине, обещаю», — заявил Артур. Хозяйка улыбнулась маленькой надеждой улыбкой.
Artur сосредоточен на сусил свой незаплатающий глаза, витаясь систематизировать факты в своем уме. Ему хотелось иметь свой детективный журнал, чтобы экранизовать все детали, кружащиеся в ее фотографической памяти. «Я знаю этот взгляд», — сказала Мила с улыбкой. «Ты на верном пути». Она быстро достала его журнал и ручки из рюкзака. «Спасибо, Мила, ты лучшая», — лаконично сказал Артур. Он с жаром записал все ранее до сих пор улики. Вплом сличка его окроя чутье подсказывала, что пожар был под рогом. Но кто был виновником? Наполненный новой решимостью, Артур захлопнул свой журнал. «Давай поймаем этого преступника», — началась захватывающая погоня. С шраброй и Милой и его верным журналом рядом кусочки пазла начали раскалываться. Когда последние лучи солнца погласил, Артур и Мила обсуждали свои следующие шаги. Преступник мог ударить снова, им нужно было действовать быстро. Мы должны наблюдать за кафе сегодня ночью на случай, если преступник вернется, смело предложила Мила. Артур восхищалась ее мужеством, хотя мысль о пристанивании в тени заставляла его дрожать. «Хорошая идея», — согласился Артур, надеясь, что звучал более смело, чем чувствовал. Он проверил свои часы, которые зловеще светилось в сумерках. До полной темноты оставалось всего несколько часов. Они, несомненно, удалились, чтобы начать свое наблюдение. Присев за мусорным контейнером рядом с разоренным кафе, они неусыпно наблюдали, надеясь на прорыв. Уличные фонари мерцали, когда наступила ночь. Вокруг них танцевали странные тени, отманивая чувство Артура. Он стряхнул голову, пытаясь сосредоточиться. Он поверял своему политическому уму, а не призрачным страхам. Вокруг их переулка напротив вышла таинственная фигура. Артур схватил Милью за руку. Глаза его расширились. «Смотри», — прошептал он, — «темная фигура покралась к двери кафе, неся славящий контейнер». Пульс Артура устался. Это был преступник, возвращающийся на место преступления. Он и Мила еще сильнее отступили в тем застае дыхания. Фигура добралась до двери и выпила жидкость из контейнера на всход. К ужасу Артура жидкость спухнула пламенем на деревянной двери. Поджигатель пытался снова поджечь кафе. Адреналин захлестнул Артура. Теперь или никогда. С Милой за его стороны он проснулся в бой. «Стойте сейчас же!» — крикнул он. Фигура спрокнула от неожиданности, роняя контейнер с громким звонком. Артур и Мила стояли, перекрывая преступник путь в бегству. «Мы поймали вас с поличным», — слышно смело заявила Мила. «А чему вы это делаете?» Моя фигура колебалась, лицо скрыто наклоненным. В мерцающем свете огня Артур заметил на них крутой значок
Logotkil utki. Его острим новена узнал его. Подождите минуту, я узнаю этот значок. Этот значок, воскликнул Артур, вы с фермы старого Макдональда, проиграющие в гонке уток. Фигура опустилась, побежденная, молодой мужской голос ответил. Вы правы, когда мы проиграли, я был так зол, что хотел мечты. Но я никогда не хотел, чтобы все зашло так далеко. Мила сделала шаг вперед, в его глазах светилось страдание. Все в порядке, у всех бывают ошибки. Вы все еще можете все исправить. Все исправить. Сирены снова завыли, когда пожарение прибыли, чтобы потушить последние пламена. Когда молодого человека передали полиции, Артур почувствовал только облегчение от того, что дело наконец закрыто. Хозяйка кафе попила слезы благодарности, когда объяла Артура и Мила. Спасибо, что остановили его и спасли мое любимое кафе. Артур гордо улыбнулся, благодаря их командам работе. Два друга одержали победу над тьмой и страхом. Хотя ночь принесла ужас, свет рассвета снова возродит надежды и мечты. Когда первые лучи рассвета пробились над горизонтом, Артур и Мила попрощались в благородной хозяйку кафе, несмотря на усталость от ужасной ночи, и их сердцах пульсировала сладкая победа. Держась за руки, два друга направились домой, как раз когда город начинал просыпаться. Артур глубоко вздохнул свежий утренний воздух, чувствуя надежду на будущее. Забросив Мила и его смекальным, они спасли кафе и привели преступника к справедливости. Повернувшая на свою улицу, озаренную золотым светом, Артур радостно раскачал руку Мила. «Мы отличная команда», — заявил он. Мила улыбнулся в ответ. «Лучший детектив не световодера». Но когда дом Артура появился в поле зрения, его шаги замерли. Мила чуть не врезалась в него, увиденная его внезапной остановкой. «Артур, что случилось?» — спросила она. Артур стоял недвижно, глаза его были прикованы к его передней двери. Волосы на его шее стали дыбом, когда он увидел сповещение пепелище. Его дверь была приоткрыта, замок разбит и подвержен. Артур обменялся тревожным взглядом с Мила. Его пульс бешено забился, когда он смысленно перебирал возможности того, что может скрываться внутри. Крепко сжимая руку Мила, он распахнул раскропленную дверь. Ich взгляну открылась вокругшая сцена. Гостиная была разрадлена, мебель перевернута, вещи разбросаны по полу. На стене страшное последнее написание красивыми буквами. Это еще не конец. Разрушение следует.